Друзья, всем привет! Давайте создадим пестик тюльпана. Нам понадобится отрезок зефирного фоамирана приблизительно 4 на 5 сантиметров. Эти размеры относительные, потому что очень многое зависит от толщины фоамирана. У меня он достаточно плотный, поэтому я беру именно эти размеры. Утюг разогреваю в режиме 2-2,5 и скатываю с помощью губки в рулон. Снимаю деталь с утюга и прижимаю к ровной поверхности. Так как пестик тюльпана трехгранный, сейчас мы формируем эти грани. Одну плоскую сторону мы уже сделали, и вот эту скругленную часть условно делим на две. Прогреваем сначала одну сторону, далее прижимаю к столу и затем прогреваю оставшуюся часть и также прижимаю к ровной поверхности. Если посмотреть на деталь сверху, можно увидеть треугольник. Мы сформировали 3 грани с помощью утюга. Отмеряю 2,5 см и излишки отрезаю. Затем прогреваю подошву детали и прокручиваю, прижимая пальцами, чтобы получился скругленный край. Тонирую 241 номером масляной пастели и с помощью губки растягиваю цвет. Дальше понадобится желтый или светло-лимонный зефирный фоамиран. Складываю в 3 раза и прогреваю, чтобы склеить все слои. Даю детали остыть и вырезаю треугольник, его стороны приблизительно равны 80 мм. Теперь буду работать на ребре утюга и одну из сторон треугольника делю условно пополам. Прогреваю и ножницами или зубочисткой зажимаю, чтобы создать углубление. Так делаю с каждой из сторон. Для создания тычинок возьму желтый зефирный проглаженный фоамиран высотой 1 см. Длина его произвольная, главное, чтобы с ней было удобно работать на утюге. С помощью спонжа скругляю деталь, чтобы все слои склеились. Даю остыть и возвращаю на утюг сантиметра 2 детали и прокручиваю, чтобы прогреть. Затем прокручиваю, зажимая между пальцами. Необходимо истончить. Это и будет ниточка будущей тычинки. Оставляю толстую часть приблизительно 2 см и ровный срез скругляю, убирая ножницами углы. Чтобы на головке пыльника создать центральную борозду, использую тыльную сторону канцелярского ножа. Прогреваю толстую часть на утюге секунд 6-8. Снимаю и зажимаю ножом посередине. Таких тычинок понадобится 6 штук. Склеивать элементы необходимо максимально аккуратно, поэтому, возможно, лучше использовать секундный клей. Я воспользуюсь клеевым пистолетом. Склеиваю 2 элемента, чтобы совпадали грани и выпуклые части. Далее слегка затонирую 232 номером масляной пастели. Так как деталь имеет 3 выпуклые части и 3 плоские грани, а тычинок 6, значит их легко распределить равномерно. Одну на выпуклую часть, вторую на ровную и так далее. Борозды тычинок при этом смотрят на пестик.
Для удобства работы делаю отверстие внизу зубочисткой и оставляю ее там. Подклеивая тычинки, они плотно прилегают к пестику, и чтобы их открыть, буду прогревать на ребре утюга выше места фиксации тычинки. На утюге, разогретом в режиме 1,5-2, держим 1-2 секунды и нужно сразу задать ей правильное положение. Так работаю со всеми тычинками. Если какая-то тычинка сильно отгибается, ее необходимо подклеить. Акриловым лаком на водной основе покрываю головки тычинок и через сито просеиваю желтую флок-пудру. Если ее у вас нет, можно также воспользоваться сухой молотой горчицей. Оставляю до полного высыхания, приблизительно около часа, набираю 236 номер масляной пастели и тонирую флок-пудру, создавая эффект зрелости пыльцы.